Привет, друзья! Меня зовут Верисари и со мной рейдить легко. В этом видео вы узнаете, как убить повелителя клинков Таяка в героическом уровне сложности. Приятного просмотра! Для убийства босса в десятке вам понадобится 2 танка и 2-3 хила, в 25-ке 2 танка и 5-6 хилов. Бой с боссом состоит из двух фаз. Первая фаза длится до тех пор, пока у босса не будет 20% хп. Во время боя с боссом на танка периодически вешается дебаф «Сокрушительный выпад». Как только один танк получил этот дебаф, второй танк забирает босса на себя. Танки держат по одному стаку дебафа и меняется. Также по ходу боя на боссе будет стакаться баф усиления, которое стакается каждые 60 секунд боя. Чем раньше вы убьете босса, тем будет вам проще и лучше. При пуле босса все РДД и хилы набирают максимальную дистанцию от босса и друг от друга. Вообще достаточно 8 метров, но чем дальше, тем лучше. Никто не должен стоять кучно в РДД-зоне, и РДД с хилами не должны подходить к мили-зоне, так как Таяк будет периодически применять шаг ветра, который вешает на всех вокруг цели кровотечения. Все паладины берут по талантам 2 бопа и используют их на тех, на ком дебаф шаг ветра. Также маги и паладины могут скидывать этот дебаф в себя глыбами и баблами. Босс использует ураганный удар, который создает смерчи. От смерчи просто отходить. Чем дольше вы бьете босса, тем больше смерчи будет, и вам будет сложнее сбегаться для невидимого удара. Время от времени босс будет исчезать, после чего применять в рандомного игрока невидимый удар. Как только босс исчезает, на одном из игроков появится над головой красная стрелочка. Она означает цель невидимого удара. Ваша задача всем рейдом сбежаться к этой метке и поделить урон от удара до момента, пока не появится босс. При появлении босс наносит урон, который делится между всеми, кто подбежал к метке, а также откидывает всех. Для удобства перед использованием невидимого удара просто сбегайте из мили-зону. Обратите внимание, что от ваншота этого удара спасет только туча, если приз будет стоять один. Другие сейвы, такие как глыбы, прижигание, бабл, боб, вилки, вас не спасут и вы умрете. На каждый невидимый удар вы сдаете по очереди рейд-сейвы. Также в хейм режиме босс будет использовать шторм клинков, который притягивает всех к себе и наносит очень много урона. Нужно при стяжке дать тревожный рев и всему рейду бежать от вихря и сопротивляться ему, то есть не попасть в него. Обязательно назначайте симбиозы друидов на армсов, так как у них появится способность тревожного рева. Как только у босса будет 20% хп, начинается фаза 2. Босс убегает в одну сторону, а весь рейд ветерки тащит в другую. Ваша задача добежать до босса, не попав под смерчи. Обратите внимание, что во время этой фазы идет постоянно ОЕ по рейду. Поэтому, как только босс вас притащил на платформу, прохилились, сдали мастер-аур и бежите под рыком до босса, не попадая в смерчи. Как только вы добежали до босса, обязательно, это важно, встаньте выше лестницы на платформу. На 10% хп босс снова убежит на противоположную платформу, и вам снова придется бежать до босса, минуя смерчи. На эту фазу есть лайфхак. Когда у босса 12% хп, под боссом остаются танк и парочка хилов. Весь рейд прижимается к стенке и по стенке бежит на платформу от босса. Как только у босса будет 10% хп, он сам к вам прилетит. Добежать нужно будет танку и парочке хилов. Во время этой фазы величина наносимого урона от АОЕ зависит от уровня усиления Таяка. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу сложности этого босса и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.